so salty. I'll still take a bite. Одним из мест, которые я посетила в Дубае, была всем известная золотая рамка Дубай Фрейм. Этот небоскреб считается одной из топовых достопримечательностей Дубая, но для меня он стал полным разочарованием. Приехала я на парковку. Парковка, кстати, была платная, несмотря на то, что был выходной день. Я приехала в одну из самых знаменитых достопримечательностей Дубая. Это Дубай Фрейм. Огромный золотой небоскреб в виде рамки. Точнее сказать, это два небоскреба высотой по 150 метров, соединенные между собой двумя стеклянными переходами снизу и сверху. Это здание несет в себе глубокий философский смысл, как бы разделяя город на две части: старый город и современный, уже с небоскребами. Кстати, это здание сделано не просто так для красоты желтого цвета в виде золота, а оно реально позолоченное. И стоимость этого проекта оценивается в 62 миллиона долларов. Итак, билеты я покупала онлайн. Внизу под описанием видео я оставлю ссылочку на сайт, где я их купила. Итак, отправляемся внутрь, где нам сначала расскажут об истории Дубая, а затем мы поднимемся на самый верх, на обзорную площадку, и посмотрим две части города, старую и новую. Но, несмотря на то, что мне не пришлось стоять в кассу за билетами, на входе меня ждал маленький сюрприз. Вот такая вот очередь, в которую я простояла, наверное, минут 20. Людей запускали по несколько человек по мере того, как кто-то выходил. Ну и, наконец-таки, я захожу внутрь. И первая мысль – это развернуться и уйти назад. Вот что творится внутри. Это чтобы вы просто понимали. Многонациональная и многокилометровая очередь начиналась вот здесь и уходила куда-то очень далеко. А здесь даже ленточкой огородили лабиринт, как в аэропорту. Нет, ну конечно, во все достопримечательности в Дубае всегда есть очередь, но такой я еще не видела нигде. Отстояв почти час в эту очередь, нас наконец запустили внутрь. Ну и теперь, собственно, ради чего было все это ожидание. Начинается все с такого мини-музея. На стене показывалась проекция, черно-белый фильм анимированный о том, как все начиналось, как тяжело жилось бедуинам в пустыне. Показали их быт, как рыбаки ловили рыбу и жемчуг. Ну а потом нашли нефть, и началась новая эпоха. Вот он, великий шейх Зайд, который все начал отстраивать. Потом мы прошли через такой коридор, в котором было сделаны имитации торговых лавочек. Сделано все достаточно простенько для Дубая. Чтобы вы понимали, даже на стене нарисован просто рисунок продолжения улицы. В каждом окне сделан черно-белый экран, создавая эффект живого человека того времени. Ну и, наконец, я попала в лифт, где с панорамным видом на зеленое поле мы поднимаемся на самый верх. Прежде всего идем смотреть старый город. Среди людей и огромных металлоконструкций еще нужно постараться найти свободное окошко. Ну а вот и мое первое разочарование. Здесь нет ничего интересного, просто город, просто вид на здания, одинаковые белые кубики. Ну а на этой стороне у нас находится современный город Дубай со всеми его небоскребами. Только вот маленькая поправочка. Все они находятся далеко на горизонте. Даже виднеется шпиль Бурдж-Халифы. Спереди видны несколько скромных высоток. Трасса, опять зеленое поле и, конечно же, крупным планом портрет шейха Зайда на траве. В общем, опять ничего впечатляющего нет. Еще одной фишкой небоскреба является стеклянный пол, который периодически становится матовым.
Не знаю, почему так все боялись по нему ходить, я прошла по нему абсолютно спокойно. А когда я решила, что пора уходить, куда же я попала, как вы думаете? Опять в очередь в лифт. Снова ожидание и снова пустая трата времени. На улице играла национальная музыка, били фонтаны, люди отдыхали и веселились, и, в общем, здесь было даже интереснее, чем внутри. На все у меня ушло почти 2 часа, из которых я была на обзорной площадке всего минут 15. А ведь в Дубае есть небоскребы с гораздо более крутыми видами и где почти нет очередей. Одно из таких мест я покажу в следующем выпуске.